Приветствую, дорогие друзья! Снова на канале Филин Боб. И сегодня мы находимся с вами в городе Будва. Давно не решался подступиться к этой теме, но сегодня мы снова будем говорить о ливневых системах. И вот здесь, в Будве, есть точно такая же ливневая система, которую я до этого находил в городах Рисан, Тиват и Котор. Сейчас мы находимся в верховьях этой речки. Она называется Грджевица. И я хотел показать вам место, где берет начало мощеное русло. Сейчас от него почти ничего не осталось. Вот, как вы видите, здесь есть большие обработанные блоки большой величины, но они уже больше похожи на природные камни. У меня сейчас на сегодня есть две версии происхождения мощенных русел. В некоторых источниках я видел информацию о том, что эти русла построили австро-венгры в момент, когда Черногория входила в состав Австро-Венгерской империи. Вот. По другим источникам, вроде бы как, эти русла строили римляне. Ну и мои изыскания говорят о том, что, возможно, эти русла строили еще до римлян. Вот мы сейчас спустились как раз в русло речки. Сейчас лето, она пересохла. Почти ее не видно. Вот мы находимся под мостом. Этот мост для меня является такой, как я думал, ключевой зацепкой. Сейчас объясню почему. Дело в том, что нам достоверно известно, что Черногория находилась под Австро-Венгерской империей, в составе Австро-Венгерской империи с 1815 до 1918 года. То есть с 19 по 20 век. И получается, что если это строили австро-венгры, то данное мощеное русло не могло существовать раньше этого времени, то есть начало 19 века, когда Черногория оказалась в составе Австро-Венгерской империи. Но мы знаем, что данный мостик был построен тоже по разным оценкам, либо в 15 веке, либо в 18. То есть вот этот монастырь православный, который находится здесь рядом, под Майне называется, последняя реконструкция его, ну как, не реконструкция, не последняя реконструкция, а такая значительная глобальная реконструкция была в 1747 году. И по некоторым источникам и вот этот мостик был построен в этом же году, в 1747. Ну, то есть держим в уме, что дата постройки этого моста примерно с 15 века по 18. А Австро-Венгрия была у нас с 19 века, позже. То есть при австро-венграх этот мост уже стоял. И получается, если это они делали мощение, то они должны были замостить его, это русло, так, чтобы не затронуть этот мост. Ну или наоборот. Если мощение было до установки этого моста, значит мост ставился уже там, где были мощеные камни. Да. Собственно, с этой целью я сюда и приехал, чтобы попробовать разглядеть эти следы. Но летом, к сожалению, это сделать довольно непросто. То есть тут все уже заросло.
И как таковое мощение здесь оно вообще не наблюдается. Вот мы видим эту стенку подпорную. Она сложена из блоков сухой кладкой, хотя нет, там все равно промазана гидроизоляция. А самое интересное начинается ниже. Вот там я вижу уже первый порог. Вот оттуда начинается мощение. К сожалению, пробраться, наверное, у меня не получится этим маршрутом, поэтому придется обходить. Вот такие здесь подпорные стенки. Сложены большими блоками. Кладка старая, сразу скажу. Ну и привычный нам раствор. Здесь вбиты штифты металлические, но это уже более позднее. Здесь находится кафе, и, скорее всего, что-то они здесь делали. Нас же интересует больше вот то, что я вижу здесь. А здесь видно вот что. Ух ты, лягушки из-под ног выпрыгивают. Довольно интересно, кстати. Смотрите. Вот здесь идет порожек первый, сложенный из обработанных больших блоков. А ниже вода проточила себе вот такое ложе в камне. Ну и здесь мы видим россыпь больших камней. К сожалению, здесь стенка эта заросла. Почти не видно ничего. Но вот эти пороги мне очень напоминают то, что я видел до этого в других городах. Если очистить всю эту тину, то там будет кладка из больших блоков. Ну что ж, нужно двигаться дальше. Сейчас мы проедем немножечко вниз по течению, и я вам покажу место, где начинается уже настоящее мощение. Вот из таких огромных блоков. Оно здесь явно было. Вот, собственно, это остатки. Вот мы видим остатки подогнанных блоков. Знакомая фасочка, снятая по торцам. То есть все то же самое, что мы недавно видели в Которе. Технология один в один. Просто здесь, к сожалению, почти не сохранилось. Вот только этот порог. И то он заросший. Но дальше я вам покажу, что в этом городе, в Будве, наиболее интересное, наиболее сохранившееся русло из всего того, что мы видели до того. Идем дальше. Итак, друзья, отъехав буквально метров 200, наверное, от того места, где я снимал, я попадаю в вот такую локацию уже. Здесь мы видим русло реки во всем, так сказать, его великолепии. Оно представляет из себя
вот такую вот мощеную площадку огромную. Вот это то, что вы видите на дне. Это все сейчас уже забетонировано. А ранее представляло из себя вот такие плотно подогнанные друг к другу большие блоки. Ну, собственно, как мы видим везде. Вот. Берега русла тоже замощенные большими блоками, старыми. Ну, то есть это классическое мощеное ливневое русло. И я вставлю здесь такие же самые фрагменты из русел, которые мы наблюдали в Кивоте, в Которе и в Рисане. И вот эти вот пороги с такими вот окошками, вот для сравнения я вам вставлю здесь из разных городов. Вы посмотрите, что это делалось одними и теми же строителями по одной и той же технологии. Вот. Наша задача попытаться понять все-таки, кто были эти строители и когда были эти строители. Кстати, вот обратите внимание, на противоположном берегу, сейчас попробую заснять, сохранилась оригинальная вот эта вот кладка. И видите, на торцевых блоках снята фасочка. Вот она идет вдоль всего угла. Собственно, это один из основополагающих признаков той самой кладки. Вот. Но чья она, пока я для себя так и не определил. Ну, понятно, что сверху вот здесь уже все это залито бетоном. Скорее всего, уже была неоднократная реставрация. Вот забавный факт еще, что летом речка пересыхает полностью. И местные жители используют ее в качестве стоянки для машин. Вот ниже по течению, мы сейчас пройдем с вами по течению до самого моря, по руслу реки, вернее, мы пройдем вниз и выйдем к самому морю, где она в него впадает. И вот как раз посмотрите, как меняется кладка, и увидите машины, которые стоят здесь, используя ее в качестве стоянки в летние месяцы. Протяженность у речки довольно-таки большая, ну и ширина здесь больше, чем в каком-либо городе, где я был раньше. Здесь весьма большая ширина у нее. Ну, навскидку метров, наверное, 10-15, я не знаю. К сожалению, померить не получится. Вот очередной порожек опять. И там окошки. Я, честно говоря, не знаю, для чего они. Скорее всего, канализация, может быть, оттуда стоки сделаны. Здесь, конечно, превратили все это в мусорку. Вот. Ну, посмотрите вот на боковые стенки, да, то есть вроде как нету здесь такой точности кладки. Ну, в данном случае, возможно, она и не нужна была. Но камни большие используются весьма. Где-то вот современные, допустим, берега уже забетонированные вообще полностью. Когда строили вот эти новостройки, то, соответственно, и заменили прежние русла на бетон.
Ну что ж, наша задача сегодня пройти полностью это русло, посмотреть на то, из чего оно сложено, и дойти до самого моря, оценить, как она туда вливается. Ну, вот здесь та же самая картина. Видите, вот эта фасочка идет вдоль всего крайнего ряда камней с переходом на стену. Ну, то есть один в один. Как будто по одному чертежу все эти системы строились в каждом из городов. Здешняя Будванская самая крупная из всех. Ну что ж, я дойду сейчас вот в район того мостика, сниму вам вид и перемещусь дальше. Туда за мостик, и мы посмотрим, что там. Ну и вот следующий порожек. Все то же самое. Как видите, от аутентичной кладки остаются только фрагменты, к сожалению. Вот четко линией обозначен, то есть сам порог и небольшой участок после него. А дальше уже идет бетон. Ну и все, собственно. Перемещаемся дальше по руслу. Смотрим, что там. Вот для примера. Смотрим. Вот такого вот размера эти блоки. Моя нога примерно около 30 сантиметров длиной. Длина ступни. Как видим, это мощение прямоугольными блоками. Сухая кладка. Без раствора. Ну и стена, соответственно. Прямоугольные блоки. И вот тот самый ложный шов, пресловутый, который у нас присутствует на всех староверских постройках. Но я думаю, что возможно это следы реставрации. То есть я стал замечать, что вот подобный шов имеется именно на объектах, где проводилась реставрация. То есть вот эта вот гидроизоляционная замазка, которой промазывали швы, потому что глубоко она не заходит. Там есть места, где она отвалилась, и видно, что внутри ее нет, только вот снаружи идет по камням. Скорее всего, это гидроизоляция. Здесь очень интересно с торца можем наблюдать такой вот шов. Полукругом просто идет, промазанный. Сейчас я, если увижу где-то место, где отвалилась гидроизоляция, ну вот, например, как видите, далеко вглубь она не уходит. То есть буквально поверху промазаны, толщиной может быть около сантиметра, и все. Ну и дальше уже очень интересная кладка большими блоками, но уже торцов нет. Примерно вот там, где сейчас проезжает автомобиль по мосту, вот тот мостик у нас был последней границей, где мы останавливались. Так что туда выше я уже не пойду. Здесь примерно картина такая же. Вот. И мы продолжаем идти в сторону моря
по руслу этой реки. Ну вот здесь, смотрите, внизу выложен, можно сказать, фундамент, на котором покоится боковая стенка. Ну и вот этот самый пресловутый шов, который, как я говорю, пальцем выдавливали. Хотя на самом деле, конечно же, не пальцем, но такое ощущение. Что ж, двигаемся в сторону моря. Кладка здесь стенок выполнена из грубо обработанных камней. Ну, собственно, как и везде, но пока еще прямоугольная. В самом начале русла она была сделана из вообще округлых валунов. Ну вот, смотрите, очередной порожек. И здесь мы видим уже всю ту же привычную картину. Вот она, фасочка по краям блоков снятая. Ну и довольно крупные блоки с обработанными верхними поверхностями, которые выровнены, чтобы не создавать препятствий для тока воды. И вот здесь, смотрите, видно современный бетон с арматурой. То есть здесь уже кладка не сохранилась. Ну, а мы продолжаем идти в сторону моря. Следующий порожек. И вновь остался только один ряд камней. Дальше начинается бетон. Ну и вот автостоянка. Проходим дальше. И вот здесь я, наверное, спущусь поближе вниз, потому что, хотя, может, и сверху покажу, там дно начинает складываться уже плитами большими. Да, блоки уже были, валуны были, ну и теперь, да, бетон тоже был, теперь начинаются плиты. Сложно сказать, современные они или нет, сейчас увидим, я надеюсь. Вот здесь, обратите внимание, идет опять же несколько рядов аутентичной кладки. И тут же она переходит вот в такие массивные плиты. Ну, метра по 2, может, с небольшим длиной. И они очень-очень напоминают все-таки аутентичные плиты, каменные. Пройдя за мост, обнаруживаем здесь целый большой фрагмент сохранившейся аутентичной кладки мощения русла. То есть, обратите внимание, вот, собственно, таким оно и было на всем протяжении. Как видите, здесь
Очень большой фрагмент сохранился. Вот там еще в начале сразу за мостиком продолжаются плиты. До этого места идут плиты. И вот начиная отсюда, вот она, аутентичная древняя кладка. Моя теория заключается в том, что именно вдоль вот таких русел и находились древние города. Самая древняя их сердцевина. Так как люди всегда селились у воды, а это, можно сказать, единственная такая настоящая большая река здесь, хотя и она, как видите, сейчас летом уже пересыхает полностью, то, скорее всего, именно вдоль этой реки и находился самая старая часть поселения. Но трудозатраты, конечно, гигантские здесь, чтобы вот так замостить целую речку на протяжении нескольких километров, да еще и стараться вытесывать камни, соблюдая фасочки различные. Не знаю, вряд ли это было во времена Австро-Венгрии. Скорее всего, когда иллирийцы даже пришли сюда, здесь уже все это было. Сейчас я перейду вот этот заборчик и продолжу дальше свой поход. Преодолели этот мостик. Двигаемся дальше по течению. Прямо идем по руслу, чтобы поближе увидеть древние мощения. Конечно, немножко все замусорено, но показываю, что есть уж, без прикрас. Вот. За следующим поворотом уже будет устье этой реки, где она впадает в море. Ну, а здесь, собственно, вот уже начинаются здесь стоки какие-то, вода появляется. Ну и смотрите, ширина русла начинает потихоньку становиться меньше. То есть вот здесь сохранилось смещение, но само русло становится уже. Ну и, собственно, вот я уже вижу море. Как видите, дальше река идет прямо в море. Что ж, друзья, к сожалению, мне так и не удалось однозначно подтвердить свою гипотезу, только косвенно, потому что в районе того мостика, который до 1747 года был построен, мощеная кладка, к сожалению, так хорошо не сохранилась, поэтому мы не можем на примере этого мостика посмотреть, что было раньше, курица или яйцо. Но тем не менее, она там есть, и все-таки я считаю, что она была до этого мостика, потому что мостик сложен, как вы видели, из мелкого камня на растворе, а кладка русла сделана из огромных больших блоков. Причем сухая подгонка, без раствора, обработка тщательная. Ну и вот здесь мы видим, собственно, место впадения реки Грижевица уже в Адриатическое море. Сезон в самом разгаре, полно туристов со всех уголков земли. И
местные красоты, конечно, завораживающие. Если бы еще не свинство, которое здесь в речке, было бы совсем идеально. Ну, на этом я, наверное, буду прощаться с вами. Я продолжу свои поиски русел в других городах приморских Черногории. Осталось еще несколько таких городов, где они должны, по идее, присутствовать. Ну и будем смотреть, что еще мы можем использовать для доказательства их создания в древние-древние времена. Либо наоборот, в более поздние, при Австро-Венгерской империи. Пока что однозначного ответа нет. В архивах, в интернете ничего пока найти не могу. Если вдруг у кого-то есть какая-то информация об этом, кто-то может дать интересные наводки, то прошу, не стесняйтесь, обращайтесь. У нас есть чат, где вы можете, подключившись, давать комментарии спокойно. Это в Telegram находится. Добро пожаловать. Канал называется так же, как и канал на YouTube Филин Боб. Всех приглашаю подписаться и следить за моими поисками дальше. Всего доброго, пока.